Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Я решила познакомить вас со своим старшим внуком. Мой старший внук Женя. В 2007 году он у нас родился, декабрьский. У него очень много увлечений. Вот одним из увлечений его является занятие спортом. Занимается он дзюдо. Любит рисовать. Ходил на кружок рисования, правильно я называю? Кружок при гимназии, кружок рисования. У него было, вот сейчас тяжело стало, он немножечко остановился, пока перестал туда ходить. Сейчас ходит на робототехнику еще, да? Но пока работ он не показывал. А сегодня он вам покажет новое свое увлечение. Вот он научился плести вот такие браслетики. И кому интересно, он сейчас вас очень подробно проинструктирует. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас научу плести вот такие вот очень крутые браслетики. Делаются они из кожи. Сегодня я сделал бабушке из зеленого цвета. Для этого нам понадобится вот такая вот ткань, ножницы и шуруп. Ну, можно, и, конечно, не только шуруп, можно иголку толстую. Это нам понадобится в дальнейшем. Сначала мы возьмем два конца нашей веревки, соединим их и вот так проведем. Дальше мы возьмем, отмеряем под руку. Вот, мне вот столько, но мне надо бабушке сделать. Можно? Там держи, чтобы видно было вот в центре. Вот здесь. Отмерить. На мою руку? Давай. В два надо, да, брать? Да, вот столько, чуть побольше. Теперь мы берем наш шуруп. Жень, снимает вот здесь вот, а то не видно. Давай я пододвину к тебе тогда поближе, вот так вот. Ага. Вот берем, кладем на нашу отметку и перебрасываем. Не видно. Дальше берем правый и вот так вот делаем колечко, чтобы вот накрыл вот эти две. И берем левый. Он должен накрыть все, ну, в том числе этот, пройти вот под этими двумя и продеваем его в это колечко. И протягиваем. Теперь самое главное, надо аккуратно завязать. Ой, надо было подлиннее брать. Аккуратно завязать узелок первый. Так, чтобы осталась наша заготовка не короче. Такого, как мы ее отмеряли. Все. Первый узелок готов. Теперь мы начинаем с правой, значит, продолжаем слева. Берем левую и кладем правую на нее. Вот все. И опять же в эту петельку. Вытаскиваем и все затягиваем. Самое сложное начало, наверное, да? Так вот потянуть желательно, чтобы вот эти вот петельки, на которых держится шурупчик, были потоньше, чтобы потом это все смотрелось красивее. И так делаем весь процесс до самого конца. Желательно затягивать потуже, чтобы не было видно всяких пробелов. Так будет лучше. Можно уже вытащить гвоздик.
Но он, в принципе, нам не мешает. С ним даже так будет поудобнее. Весь процесс займет 10-15 минут. Еще хочу добавить то, что если вы остановились и хотите продолжить дальше, то можете понять по вот этому последнему загибу. Если он с этой стороны, значит начинаем с правой. Если он будет с этой стороны, то начинаем с этой. Желательно брать не как я шуруп, а гвоздик. Потому что когда вы будете вытаскивать, во-первых, возникнут проблемы с вытаскиванием, во-вторых, вы повредите ткань. Еще раз я хочу повториться то, что брать надо чтобы ткань была такая, чтобы ничего из нее не торчало. А то вот я сначала купил ткань для шитья, потому что не было другой. И сильно пожалел, потому что у меня не получалось не завязать ни одного узла. Так как когда я делал все правильно, но когда я начинал завязывать, то есть вот это вот все сделал, достал. И когда я начинал завязывать, да еще когда вот, то есть, протаскивал его кончик сюда, у меня возникала такая проблема, то что вот эти вот кончики, которые выпирали, они зацеплялись друг к другу, и получался такой комок. И не могло ничего пройти. И у меня ничего не получалось. Поэтому советую купить, как у меня. Стоит 1 метр 25 рублей. Вот такой у нас браслетик пока получается. Это мой, вот синий, это был мой, получается, я сначала попробовал сплести из черной ткани, как я вам говорил. Потом я решил попробовать, попросить маму, чтобы она мне купила. Это были выходные прошлые, а все магазины были закрыты. И поэтому мы решили пойти в гараж и посмотреть, может быть, там что-то будет. И нашли зеленую такую ткань из пакетов, как мне казалось, и как я думаю. И из нее я сделал 3 браслета. И мы еще нашли такую, знаете, натуральную ткань. Я сделал из нее, точнее, мне мама сделала из нее 1 браслетик, который у меня порвался. Поэтому не советую брать эту ткань. И потом я еще из этого сделал для своего кота Кекса точилку для ногтей. Привязал просто ее к стулу, закрепил на клей, и все. Точилка для ногтей готова. И больше он не будет рвать ваши диваны, обои, и тому подобное.
стоит такая ткань, вот я посмотрел в интернете, из которой я сделал точилку для ногтей. По-моему, 20 рублей за 1 метр. Это, наверное, миллион раз дешевле, чем покупать новый диван. Или какую-то специальную точилку для ногтей, для когтев. Легче просто привязать такую нитку к ножке стула или к ножке стола, и все. Вот такой уже у нас длинный браслетик. Я немного ошибся насчет 15 минут, но это я говорю про свою руку, про вот этот браслет. Он, если вы заметите, ну, если его расцепить, мне жалко, он, ну, примерно, вот я на него затратил, ну, минут 12. Он короче намного, я бы уже закончил, я бы уже завязал узел. А здесь я только продолжаю вязать. Ну и еще я плел молча. Тут я общаюсь с вами, дорогие зрители. Еще я забыл сказать то, что надо было взять с собой плоскогубцы, ну или какие-нибудь, только чтобы у них был тонкий кончик. Ну, не широкий, чтобы прям вот так вот они, чтобы не пролазил в дырочку, а чтобы пролезли, потому что когда мы в конце будем делать, желательно, чтобы вот эта дырочка, она была как можно меньше, чтобы было красивее. Но так как я не нашел плоскогубцы, я сделал потолще. Но так как у меня сама нитка толстая, поэтому все будет нормально. Дальше вот мы, когда вот закончили, доплели до самого конца почти, ставили вот такой вот маленький, ну, желательно еще меньше. Просто я не взял с собой плоскогубцы. А мы вот когда сплели, мы берем нашу правую ниточку и вставляем ее сверху в эту дырочку. Вот так проденем и затягиваем, но не до конца. Оставляем маленькую петельку, вот такую вот. Теперь берем второй конец и вставляем его в эту же маленькую дырочку и продеваем. Желательно, конечно, брать не как у меня вот, то есть просто, ну, такая, сказать, ну, не круглая, а тонкая вот такая. Желательно брать круглую, потому что когда вот я плел, они у меня, смотрите, были не вот так вот, а вот так вот. Из-за чего теперь я не могу сделать, чтобы теперь маленькая петелька была вот такая. Она вот так вот. Я ее вот так вот согнул, поэтому мне тяжелее вставить. Я наконец-то продел. И мы делаем точно такую же маленькую петельку. Теперь, что у нас получилось? У нас получилось 2 петельки, браслетик сам, и вот такая вот, ну, 2 ниточки. Одна
под петелькой, другая над петелькой. Та, которая над петелькой, просовываем сверху. А ту, которая под петелькой, просовываем снизу вот так вот. И затягиваем. И мы сделали такое как закругление. Но так как я не взял с собой плоскогубцы, у меня выглядывает вот эта вот петелька. Так должно получиться вот примерно вот так вот. Теперь мы берем наш браслетик. И вот здесь тоже нам понадобится плоскогубцы, но я балбес не взял. Поэтому я сейчас вытащу. Здесь продеть дырочку хоть какую-нибудь сделать. Теперь нам понадобятся наши ушки, которые мы сделали с помощью гвоздика, они затянули до конца. Мы берем нашу правую веревочку и вставляем в правое ухо. И вот, и таким же образом мы достаем вторую петельку. Опять перекрутилась. Но ничего, мы это исправим. Все. Осталось нам только завязать узелок. Вообще надо завязывать не такие обычные узлы, как у меня, а бриллиантовый узел. Просто я не видел обучения на ютубе. Точнее, я мог посмотреть, но мне не хватило времени. Поэтому я завязал обычный узел. Поэтому советую вам посмотреть обучение, как завязать бриллиантовый узел. То есть, а я пока скажу, что делать дальше. Вот мы оттягиваем, вам нужно, чтобы он легко залазил на вашу руку. Ну, допустим, вот под мою, вот так вот. Держим и здесь завязываем бриллиантовый узел. Дальше мы просто берем и отрезаем оставшиеся кончики. И наш браслет готов. Ну, так как, во-первых, я не умею завязывать бриллиантовый узел, во-вторых, делаю я не под свою руку, а под бабушкину. Так как бабушка ушла гулять, я сделаю примерно. Это можно будет, конечно, потом все развязать и завязать заново. Поэтому я отрежу, ну, конечно, не прям под корень. Ну, так как у меня здесь торчит, вот в моем браслете, он у меня, я его почти под корень разрезал, и он у меня развязался. Мне тогда мама завязывала. И я решил теперь, когда я его заново завязал, я подрезал под корень, и я решил как-то завязать. И получилось вот примерно так же, он у меня легко залазит на руку и затягивается. Да, это некрасиво, но так будет удобнее завязать, если он у вас развяжется. Поэтому я сейчас сделаю примерно под бабушкину руку. Вот где-то вот. Вот легко. И взвожу обычный узел. Как это делается? Вот смотрите, что может произойти, если вы будете завязывать обычный узел и не захотите посмотреть, как завязать бриллиантовый узел. Вот вы начнете затягивать
обычный узел. Он у вас... О, да ладно. Серьезно? Просто у меня получилось так. Просто у меня же колечки здесь маленькие получились. И поэтому она туго. Вообще у вас должно, то есть вы будете тянуть, и у вас все вот так вот согнется, и все. А развязать уже будет тяжело. Да, и мне тоже сейчас будет тяжело. Но суть в чем? То, что когда вы завязываете, надо, смотрите, вот вы отмерили, да? Ну, примерно, вот я возьму под бабушкину руку, ну, примерно, я не знаю вот точно размер, поэтому я возьму побольше, вот под мою уже. Ну, вот столько где-то. Дальше мы берем и так продеваем. Ну и затягиваем, естественно. Но когда мы затягиваем, мы не тянем прям до конца. Что такое случилось-то? Не тянем до конца, а просто оставляем. Мы не затягиваем сильно. И берем, делаем точно так же еще раз. Но во второй раз мы уже затягиваем. И все. Наш узелок готов. Повторюсь еще раз. Это не бриллиантовый узел. Я сейчас просто, я молчу, я не знаю, что мне сейчас сделать. Меня оставили одного в доме. Сделать браслетик. И вдруг все рвется. Это называется плохая ткань. Ну или я рукожоп. Потому что я сделал слишком тонкий. Я не знаю, что мне делать. Ну, ладно, в принципе, я показал вам, как это делается. Бриллиантовый узел вы сами найдете. Просто забейте в YouTube, как научиться делать бриллиантовый узел. И там все покажете. Можете еще также посмотреть. Я просто, вот когда я сам учился, я в Ютубе смотрел. И там было как? Я забил, как плести браслеты. И мне тут же высветился вот такой вот браслетик. Там, конечно, я не помню, из поролона или поролона, как-то из какой-то ткани плели мужчина. И там у него как раз было обучение по бриллиантовому узелу, тоже на его канале. Вот там сможете, у него там высветится вот так вот, в правом верхнем углу высветится белый такой вопросик, вы нажмете и нажмете на то видео. И там он все покажет, все научит, как плести. Ну, а вам я желаю всем удачи, чтобы у вас получился браслет. И еще хочу, вы сами увидели наглядно то, что он у меня порвался. Вот в самом начале, когда вы делаете не как у меня, а гвоздиком. И еще сильно не затягивайте. Вот это вот я понял. Лучше уж вот как у меня первый браслет. Вот мне он вообще не нравится, потому что ушки здесь очень большие, вот как вы видите. Но зато он затягивается легко. И также очень легко растягивается. И поэтому он может у меня спасть. Но пока еще не спадал. В принципе, все равно держится хорошо. Поэтому лучше делайте по ушки побольше. Потолще берите. И не надо брать шуруп, как я. Возьмите гвоздик, не пожалейте.
Я расстроен. Ой, Небольшая накладочка получилась. Перетянул Женя ремешок. Пришел дед на помощь. Да, дед? репку тащить. Так что нужно аккуратненько, да, Жень, как? Что ты посоветуешь? Да я бы уже посмотрел. А, ты уже посоветовал? Вот сейчас супер клеим. Склеим. А, Бабка, вот бабка. ну ладно тебе. Все приготовил, сюда мне развернула, убрала. Так вот, когда-нибудь, друзья, отремонтируешь? Чип и Дейл спешат на помощь. Женя плел, а мы ходили гуляли. Так что весь процесс. Вот тут бумажка лежала. Какая бумажка? Всю технологию разломала, а? Не делайте так больше никогда. Все, уже теперь опоздал. Ну переклеишь сейчас. Да. Я тебе сейчас Сейчас дам. бумажка приклеится. Ну не пальцы ж приклеиваются, а только бумажка. А то пальцы приклеятся. Все. Вот такой получился. Внахлёст. Покажи поближе. Приклеенный. Где светится это, покажи поближе. Все сжато, все прижато. Теперь тут просто какое-то уплотнение было внутри. А, поэтому и порвалось. Стык, да, и она там по этому Покажи стыку поближе, как ты приклеила. стыковали длину. Где светится. Мариш, я же все показываю достаточно близко. Я Если прошу. вот так вот, Во-первых, медленно. раз, два, три, четыре, раз, два, три, Не четыре. крути, не наводится. Мгм. Так, все, клей я убираю. Вот этот вот, Ну, давайте пока склеится, а мы чаек попьем, да? Ну, ладно, друзья. Всем пока. Я вам желаю удачи, чтобы у вас получилось, чтобы у вас не порвалось, не тяните сильно. У вас получится очень крутой браслет. И вы станете самыми модными среди своих друзей. Всем удачи, всем пока. А с вами был Хахалев Евгений.